я вышел на улицу и думаю, а надо мне идти на улицу или нет. Что-то ничего не хочется делать. Вот бывают такие дни, когда просто ничего не хочется делать. И вообще, по секрету вам скажу, что я сегодня почти спал до часу. Я вчера выложил в сеть 3 ролика. И пока я их монтировал, оказывается, уже 5 утра было. Если кто-то скажет, что это очень просто на ютубе держать канал, ой, это неправда. Это много времени уходит. Ладно, много времени. Это нужно, чтобы было красиво, чтобы звук был наложен, музыкальное оформление смонтировать. Ждешь, пока это все это загрузится. Вначале на компьютер, потом на YouTube. Все эти галочки, подтверждения. Пересматриваешь по несколько раз одни и те же самые вот отрезки роликов, чтобы их смонтировать. И вот вчера какой-то у меня стахановский запал такой, что я вот 3 ролика выложил в сеть. Сегодня воскресенье, вы эти все ролики увидите. Арсений тоже спал, так как и я. На улицу даже не просился. Вот сейчас он вышел, сидит рядом. Тоже что-то ему гулять особо не хочется. Арсений, иди гуляй. Ну, иди гуляй. Не хочешь гулять? Не хочет гулять. Сегодня даже вода в ведре замерзла. Лед. Мороз, ветер. Такую погоду, знаете, как говорят, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Ну все, даже ходить не хочет, опять сел. Вчера мы с Аллочкой пилили. Кто-то у меня, подписчик один, говорит, все пилите и пилите. Ну а что нам делать еще остается? Пилите и пилим. Слушайте, выкопали алычу, не алычу, а айву. И у нас вот так она вот в воде и осталась. Мы ее так и не посадили. Замерзла. И здесь вот уже лед. А, какой сильный ветер! Буду закрывать его своим телом, чтобы не было такого сильного шума в микрофон. Вот он абрикос, деревушки. Вот это все нужно разгребать, таскать, пилить, строгать. Еще черешню нужно чуть-чуть подровнять было. Но может быть чуть-чуть поработаю. Хотя в такую погоду нужно сидеть дома и заниматься ремонтом, а не на улице ходить. О, надо же, даже от сильного ветра стремянку завалило. Сеточка. Что тут стремянка валяется? Стремяночка. Даже вот достал теплые перчатки. Такие рабочие. Хорошо, что они у меня были. Зима. 6 декабря. Снега нет. И собака не хочет гулять. Ну вот я все-таки собрал тачку очередных дровишек абрикосовых. И быстро-быстро нужно в сарайку. Но очень холодно. А Арсений на своем боевом посту. Я не знаю, как ему там не холодно. Сидит и наблюдает. Это его любимое место было летом. Вот это вот 2 тачки с дровишками и все. Холодно. Не буду больше загружать уже. Хватит. Фу. Самое теплое место это в сарае. Здесь не продувает ничего. Ветер очень сильный. Я, наверное, похож на пингвина или на маленького уже Деда Мороза. Или Вилли-Пука. Или Салла Тетис. Как по-латышски еще называют Деда Мороза.
Короче, жуть. Притащил вторую тачку с дровами, отспиленных вчера деревьев. И чувствую, это, наверное, моя последняя работа на улице сегодня. Ужасно. -2, но ветер сильный, такой как -10, наверное. Еще и без снега. Нехорошо. Сейчас быстренько раскидаю дрова и пойду греться, чай пить. А может уже обедать надо, пора. Я когда пилил старую джарделу абрикосину, самый нижний пенек, он был толстый, его нельзя было сразу спилить. Я пилил под углом. А сейчас я заметил, что из этой вот штучки, из чурочки, может получиться интересная вещь. И вот смотрите, одна сердцевина идет, а с этой стороны другая сердцевина. И мне кажется, что это похоже на сову. Или на хоккеиста в маске. Надо подумать, как из этой штуки что-то интересное сделать. Может, вы что-то подскажете мне, дорогие мои подписчики? Вот что из этой штуки можно сделать? По-моему, маска какая-то точно может получиться. Здесь нос, здесь какой-то рот. Ну, здесь волосики, чубчики такие, глазки подрисовать, бровки. Интересно, интересно. Напишите мне в комментариях, как вы видите, что можно с этого сделать. Но под чутким руководством Арсения, все, что я успел сегодня сделать, не замерзнув, я убрал от спиленных абрикосов все веточки. И теперь здесь аккуратно такая почти чистая поверхность. Листья не имеет смысла убирать, потому что ветер разгоняет. У нас образовалась вот такая вот куча из веток. Костер жечь нельзя, все это нужно еще почикать, распилить. Нужное в сарайку, ненужное отдельно отложить. Вот, не знаю, видно вам или нет, но здесь вот кусочками шифера это у нас посажена черная смородина. Вроде все нормально, веточки все целые, от падения деревьев они не пострадали. Вот, к сожалению, я обнаружил, что когда падала абрикосина на одну из черешин, она вот так вот упала и поцарапала веточку. Орс, отойди. Вот на этот сорт, к сожалению, на амулет, на черешню амулет вот попало. Вот подскажете, что делать? Или уж до весны терпеть, или замотать чем-то. Вот. Ну а вторая черешня нормально. Но посмотрите, что творится. Кроты. У меня их никогда здесь не было. Столько накопало ям эти кроты. Арсений их не ловит. А вокруг черешни здесь просто все перерыто. Ужас. Что делать? Ну, наверное, на сегодня это все. Ветер очень сильный, холодный. У меня вон сапоги с шерстяными носками, со стельками, а ноги мерзнут. Зато в этих перчатках работает очень хорошо. Ладно, ребята, все, пока. Хорошего дня, хорошего окончания воскресенья. Это с вами был я, Сергей Гуд, команда Викинг Лайф. А, чуть не забыл. Просьба подписываться, ставить лайки, стучать в бубен и дергать за колокольчик. Вот теперь точно все. Пока.